Привет, меня зовут Максим Ярушкин, это канал Go Fingerstyle. В этом видео хочу поделиться еще одним способом не заниматься с метрономом, но при этом улучшать свое чувство ритма, потому что метроном уже поперек горла. А вот дилей — это что-то новенькое. По сути, это еще один прибор, который нам тоже позволяет повторять звуки с одинаковым отрывком, но это намного креативнее инструмент, чем метроном. Здесь мы можем играть музыку, и вообще звучит приятно со стороны. И если вы никогда не играли с дилеем, возможно, это видео вас вдохновит на то, чтобы попробовать этот эффект. Сразу небольшой дисклеймер технический, что в этом ролике я не буду говорить о том, где взять этот эффект. Есть куча способов. Можно на компьютере накрутить, можно в телефоне, на планшете, может быть, в комбике у вас встроенные эффекты, может быть, в процессоре эффектов встроенные эффекты, может быть, у вас отдельно есть педаль дилея, есть трансакустические гитары или трансакустические датчики, где тоже встроены эти эффекты. Вот в этом ролике об этом я не буду говорить, но об этом есть пост у меня в Телеграме. Итак, у дилея три основные ручки настроек. Первое — это громкость, второе — это фидбэк, то есть насколько быстро потухнет наше эхо. Все, 3 раза и потухло. А может быть, что... И оно и все и длится, и длится. И третья ручка — это длительность, насколько часто у нас эти повторения. Обычно это в миллисекундах, но может быть и в длительностях, типа 1/2, 1/4, 1/4 триолями, 1/8, там 8 с точкой и так далее. И это очень удобно, если у вас есть темп. Темп можно задать в настройках вашего проекта, например, если у вас где-то на компьютере этот эффект. А если у вас педаль, то там есть зачастую тап темпа, то есть вы нажимаете вот, и он определяет, что это за темп. Это четверти, как правило. На тополе вы, например, 1, 2, 3, 4. И если вы поставили на четверти, то вот у вас он так и будет повторять. 1. Мы вот с таких настроек и начнем. Просто четверть, и играем мы аккорд ля минор на баре, и нам нужны не все ноты, только первые 4. Лучше играть их отрывисто, чтобы было слышно, где работает дилей. И играем тупо в четверти. 1, и 2, и 3, и 4. И у нас они будут просто повторяться в друг друга. Теперь я не меняю ничего. Тот же темп. Я играю абсолютно то же самое. Но меняю четверти на восьмушки в настройках дилея. И у меня будет звучать дилей на «и». 1, и 2, и 3, и 4, и... Уже интереснее, согласитесь? На картинке это выглядит вот так. Вот у нас, пожалуйста, 4 четверти. Но теперь я подвину одну нотку, сделаю синкопу. Вот эту ноту я перетягиваю вот сюда. Вот так это получается. Я немного замедлю темп, чтобы было более ясно, вот это, что за синкопа у нас получилась длиной в 16-ю долю. До этого я играл. 2, 3, 4...
теперь... Раз, два, и ты. Раз, и два, и ты. И если это совместить с дилеем на восьмушке будет... Раз, два, три, четыре... Уже хорошо. Но теперь еще одну синкопу можем добавить и сделать вот то же самое, что здесь уже делали. Вот эту нотку перетаскиваем вот сюда. И теперь смотрите, вот эта вторая половина, вот этот кусочек, это ритмически будет вообще абсолютно то же самое, что и вот это вот. То есть им повторяется пум-пам, 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 пум-пам. Давайте сыграем без дилеем сначала. Раз, два, но с бочкой. А теперь без бочки, но с дилеем. Тем же самым на 1/8. Как видите, ничего суперхитрого. Еще одна синкопа. Но, опять же, звучит прикольно. Но надо понимать еще, что я немного схитрил, и вот в этом видео я использую дилей, который умеет делать пинг-понг. То есть из правого уха в левое звук отражается, и такая стереокартинка появляется. Я это сделал специально, ну, во-первых, потому что мне нравится, как это звучит, особенно если вы в наушниках сидите. А во-вторых, это лучше отделяет звук гитары от звука эффекта. И если бы я сделал без этого эффекта, оно бы звучало вот так. А с этим эффектом можно расширить вообще максимально. Но это так, автоп. Один из ключевых моментов вот в этой отработке темпа вместе с дилеем, это в том, что вам много приходится слушать себя на самом деле. Допустим, вы занимались, отвлеклись, пришли, вообще в каком темпе вы работаете, непонятно. Сначала нужно послушать. И поймать. И каждый раз, когда вы закругляете такт, вам тоже нужно слушать. Можете даже делать это через такт. То есть вы сыграли и подождали такт. Еще, если вы заметили, я здесь играю с таким жестким палм-мьютом, прям глушу правой рукой, не... Хотя это тоже можно сделать. А я играю как можно меньше, чтобы как можно больше дать поработать эффекту. Это прикольно, вот взаимодействие между вашей живой игрой и вами же из прошлого, несколько миллисекунд назад. Я здесь иногда меняю аккорды, об этом я тоже расскажу, но по ритму что еще можно сделать? Давайте оставим это вообще вот сейчас пока за скобками, до чего мы достигли в этом. И вот я покажу вот такую картиночку. Смотрите, стрелка вниз-вверх. Это что такое? Палец П большой, палец И указательный. Я беру четвертую струну и просто по ней вниз-вверх, вниз-вверх. Главное, чтобы это делать 16 долями. То есть послушайте. Раз, два, три, четыре. На заглушенных струнах. Ничего не звучит. И вот вы обрели эту гармонию с... По одной струне, просто по четвертой. И теперь в те же доли, что до этого у нас было. Помните? Вот в те же доли вам нужно зажимать левой рукой нотку. Вот так вот мы идем. Все заглушено, а потом оп, и зажимаем. Давайте для начала одну и ту же ноту. То есть
4-я струна, 7-й лад. Только иногда это будет приходиться на то, когда вы играете большим пальцем П, а иногда это будет приходиться, когда вы играете указательным пальцем И, П, И. С бочкой. 2, 3, 4. Правая рука ничего нового не делает. Она вот... Все дело в левой руке. Я в левой зажимаю именно... Может быть, какое-то время вам нужно, чтобы на этом этапе посидеть. Но следующим этапом идет то же самое, как вы догадались, наверное, уже, что мы и играли ранее. Вот этот рисунок. По сути, вот мы до этого играли такую штуку, а теперь те же самые ноты звучат, но между ними еще мы вот так чик-чик-чик-чик по глушенным струнам играем 16-ю долю. Мы всегда вот это ПИ играем. Но иногда на 4-й струне, потом оп, перепрыгнули на 3-ю, оп, на 2-ю, на 1-ю, и потом опять возвращаемся. Почувствовали, что все получается? Включаем дилей. Вспоминаем, в каком он темпе вообще работает. И вот в этом темпе заводим. Можете просто сначала откатиться до вот этого просто чёса, когда вы играете просто по заглушенным струнам. А потом... Следующим шагом я бы как раз, наверное, и разнообразивал аккорды. То есть, если мы до этого обыгрывали аккорд ля минор, то дальше вы можете двигаться в аккорд F. Опять же, все струны нам не нужны. Достаточно первых 4. И, соответственно, вы играете то же самое. Аккорд G. То же самое. Приходим опять в ля минор. Можете расставить это в любой последовательности, которая вам нравится, и кайфовать. Более того, не обязательно играть 4-я, 3-я, 2-я, 1-я струны. Можете играть. Или вообще любые струны, которые в этом аккорде. Например, давайте в дилеем включу, чтобы эффект не было. Я сам уже съехал с темпа. Но окей, это на то оно и упражнение, чтобы упражняться. Последняя фишка, которую здесь можно добавить перед тем, как мы перейдем к самому сладкому, это удар на 2-ю и 4-ю долю, что, собственно, вообще обычное дело для фингерстайла. На 2-ю и 4-ю мы еще добавляем вот этот удар. Это часто у меня здесь проскальзывало. Как это выглядит? Ну, соответственно, вот с этим... А с дилеем... Да, прикольно, потому что этот удар, он же тоже отражается и тоже летает туда-сюда. Ну и самое сладенькое, это когда мы переключаем настройку дилея с 8-шки на 8-шку с точкой.
Следите за, значит, руками. Смотрите, я играю сейчас. Просто вот я включу еще бочек, чтобы было понятнее. 1, 2, 3, 4. Я ничего не менял в своей игре, я сменил только вот эту настройку в дилее с 8 на 8 с точкой. И, соответственно, все, что я играл, я играю тупо так же, только с другой этой настройкой самого эффекта. И на выходе будет другая музыка. Я надеюсь, к этому моменту видео вы уже вдохновлены. Я, честно говоря, очень долго привыкал к этому эффекту, когда первый раз сам с ним поиграл, потому что, одно дело знать, что да, это просто эхо, а другое дело, это как бы почти лупер. На самом деле, если сделать фидбэк 100%, то, по сути, это и есть лупер. То есть у тебя... Это такой очень-очень короткий лупер, который крутится и крутится. У меня не 100%, он все-таки, видите, затухает в какой-то момент. Как видите, ничего сложного не играю. Редкие, немногочисленные ноты из простых аккордов, но с эффектом и вовремя сыгранные. И еще коротко сыгранные. Дает такой вот музыкальный кусок, который, не только классно отрабатывать, но и классно и просто послушать. И еще мне нравится здесь просто играть перкуссию. Я вот иногда включаю. Да, в конце сбился. Главное не улетать в игру только, но еще и слушать, где там эти повторения идет, какой конкретно сейчас какой темп надо держать. Если вам интересна перкуссия, то у меня есть отдельный курс, называется «Перкуссионный фингерстайл», там вообще все. Если вам интересно еще больше упражнений по ритму, то у меня есть курс, называется «Ритм-машина». Для тех, кому надоел метроном, хочется развиваться и стать ритм-машиной. И если вам интересно, как я делал дилей для этого видео, то я использовал Loopy Pro. Про Loopy Pro у меня есть отдельное большущее видео на канале и, опять же, отдельный курс на сайте на gofingerstyle.com. Надеюсь, это видео вам понравилось. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь. Если вы уже подписаны, то посмотрите, есть ли у вас колокольчик. Надо, чтобы он был нажат. Тогда вам придут оповещения о новых видео на этом канале. И спасибо большое. Да, ссылки на все будут в описании. Какие-то, возможно, вот прямо сейчас уже на экране у вас появились. Еще раз спасибо и увидимся. Пока.